Всем привет! Вас приветствует YouTube канал Lazarux Models, канал о коллекционировании масштабных моделей и истории легкового, грузового и общественного транспорта. Этот ролик посвящен первому советскому троллейбусу и первому троллейбусу, который появился в столице Украины, Киеве. Троллейбус ЛК-1 стал первым троллейбусом, запущенным в Советском Союзе, и его появление в Киеве связано с историей начала троллейбусного движения в этом городе. История киевского троллейбуса началась в начале 20 века. В июне 1914 года одна лондонская фирма предложила киевскому городскому главе Ипполиту Николаевичу Дьякову построить безрельсовый трамвай. Речь, конечно, шла о троллейбусе. Речь шла о том, что строительство троллейбуса обойдется в 5 раз дешевле, хотя также не были учтены средства на ремонт дороги и покрытие полотна асфальтом. Но из-за отсутствия опыта работы с такими линиями из-за войны, речь о троллейбусе в Киеве зашла только в 1935 году. По первому проекту троллейбус должен был курсировать по маршруту бывшего трамвая номер 2. Площадь Третьего Интернационала, ныне Европейская площадь, улица Воровского, ныне Крещатик, улица Ленина, ныне улица Богдана Хмельницкого, улица Пирогова, бульвар Тараса Шевченко, улица Коминтерная, железнодорожный вокзал. Тогда была отправлена делегация в Москву. Вопрос с поставкой подвижного состава был решен. Москвичи согласились отправлять кузова троллейбусов, а собираться последние должны были на заводе имени Домболя, ныне Киевский завод электротранспорта на Лыбецкой площади. ЛК-1 – это аббревиатура от Лазарь Каганович I, названный в честь советского партийного деятеля Лазаря Моисеевича Кагановича, который курировал транспорт. Первый ЛК-1 был построен в 1933 году в Москве на заводе номер 82, бывший завод ДУКС. И с него началась троллейбусная эра в СССР. 5 ноября 1935 года в 17:00 было открыто движение первой в Киеве и Украине, второй в СССР троллейбусной линии. Стоимость проезда в один конец составляла 25 копеек. 4 троллейбуса модели ЛК-5 открыли движение по маршруту: завод имени Домболя, ныне Лыбецкая площадь, улица Красноармейская, ныне Большая Васильковская, Владимирский базар, Красный стадион, ныне МСК Олимпийский, угол улицы Красноармейской и Пятакова, ныне улица Саксаганского, площадь имени Льва Толстого. Тогда же на территории завода, который служил одной из конечных, было размещено троллейбусное депо, рассчитанное на 100 машин. Еще в конце 1935 года обещали открыть вторую очередь троллейбуса. От площади Льва Толстого троллейбус должен был продлить по улице Воровского, ныне Крещатик, улица Ленина, ныне Богдана Хмельницкого, улица Пирогова, бульвар Тараса Шевченко, улица Коминтерная, железнодорожный вокзал. Правда, в срок не уложились, но 2 июня 1936 года с 19:00 киевляне уже имели возможность проехаться на троллейбусе до вокзала. Несмотря на свои недостатки, низкая надежность, жесткая подвеска, склонность к перегреву электродвигателей, ЛК-1 сыграл важную роль в развитии нового вида городского транспорта. Уже в конце 30-х годов троллейбусы ЛК-1 и ЛК-5 начали постепенно заменять на более совершенные модели троллейбусов, например, ЕТБ-1 и ЕТБ-2. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч!